кто-то сказал: «Это лицемер, который не любит Аллаха и посланника Его». Услышав это, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнул: Глава. Раздел и подвешивание в мечети гроздьев фиников. Хадис под номером 421. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: когда пророку, да благословит его Аллах и приветствует, доставили деньги из Бахрейна, он велел: сыпьте их в мечети. А это была самая большая сумма, которую когда-либо присылали посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел на молитву, даже не взглянув в сторону денег. А когда он закончил молиться, то подошел к этим богатствам, сел рядом и стал раздавать их каждому, кого бы не увидел. Тут к нему подошел Аль-Аббас и сказал: «О посланник Аллаха, дай что-нибудь и мне, ведь я заплатил выкуп за себя и за Акиля». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Бери». И тот насыпал серебро в свою одежду. Попытался поднять узел, но не смог. Тогда он сказал: «О посланник Аллаха, вели кому-нибудь поднять это и положить мне на спину». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет». Аль-Аббас сказал: «Тогда сам подай мне это». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет». После чего Аль-Аббас отсыпал часть денег и попытался поднять оставшиеся, но не смог. Он снова сказал: «О посланник Аллаха, вели кому-нибудь поднять это и положить мне на спину». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет». Аль-Аббас сказал: «Тогда сам подай мне это». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет». И Аль-Аббасу пришлось отсыпать еще часть серебра, после чего он поднял узел, взвалил его себе на плечо и ушел. А посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дивившийся алчности Аль-Аббаса, провожал его взглядом до тех пор, пока он не скрылся из виду. Что же касается самого посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то он не поднялся с места, пока не раздал все до последнего дирхема. Глава о том, кто, будучи в мечети, пригласил к трапезе, и о том, кто ответил на приглашение. Хадис под номером 422. Передается слов Исхака ибн Абдуллах о том, что он слышал, как Анас ибн Малик сказал: «Однажды я нашел пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в мечети, и с ним были люди. И я подошел к ним, а он сказал мне: тебя прислал Абу Тальха?» Я ответил: «Да». Он спросил: «Для того, чтобы пригласить еды?» Я сказал: «Да». Тогда он сказал тем, кто находился вокруг него: «Вставайте». И он отправился к Абу Тальхе, а я пошел впереди них. Глава. Взаимное проклятие супругов и вершение суда между мужчинами и женщинами в мечети. Хадис под номером 423. Передается слов Сахля ибн Саада о том, что однажды некий мужчина сказал: «О посланник Аллаха, что ты скажешь о мужчине, который находит со своей женой постороннего мужчину? Следует ли ему убить его?» И они призвали друг на друга проклятие в мечети, а я был свидетелем этого. Глава. Если человек входит в посторонний дом с позволения хозяина, молится ли он там, где пожелает, или там, где ему велят это сделать,
и не занимается поиском места молитвы самостоятельно. Хадис под номером 424. Передается слов Итбана ибн Малика о том, что как-то пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пришел к нему домой и сказал: «Где ты хочешь, чтобы я в твоем доме помолился для тебя?» Итбан сказал: «И я указал ему на место». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произнес такбир, а мы стали за ним в ряд, и он совершил молитву в 2 раката. Глава. Места молитвы. Масаджид. В домах. Аль-Бара ибн Азиб совершил коллективную молитву в отведенном для молитвы месте у себя дома. Хадис под номером 425. Передается со слов Махмуда ибн Ар-Раби Аль-Ансари: «Да будет доволен им Аллах, что в свое время сподвижник посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и участник битвы при Бадре из числа ансаров по имени Итбан ибн Малик явился к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, зрение мое ослабело, а я провожу молитвы со своими людьми, и поэтому во время дождя, когда Ваади, тем есть долина, отделяющая меня от них, наполняется водой, я уже не могу приходить в их мечеть и проводить с ними молитву. О посланник Аллаха, я хотел бы, чтобы ты пришел ко мне домой и помолился там, а потом я устроил бы там место для своих молитв». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я сделаю это, если будет угодно Аллаху». Итбан сказал: «И на следующее утро, когда взошло солнце, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришел ко мне вместе с Абу Бакром. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, попросил разрешения войти, и я пригласил его в дом. Войдя, он не стал садиться, а сразу спросил, где именно мне помолиться. Итбан сказал, и я показал ему одно место в своем доме, после чего посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, встал там и произнес слова «Аллах велик». А мы встали за ним и выстроились в ряд. И он совершил молитву в 2 ракаата, завершив ее словами таслима. Итбан сказал, и мы задержали его, предложив отведать хазиры. Тем есть нечто вроде каши или густого супа, которую мы приготовили специально для него. Итбан сказал, между тем в доме собралось много людей, принадлежавших к нашей семье, и один из них спросил, а где же Малик ибн ад-Духайшин? Или ибн ад-Духшун? Кто-то сказал, это лицемер, который не любит Аллаха и посланника его. Услышав это, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнул, «Не говори так! Разве ты не знаешь, что он сказал? Нет Бога, кроме Аллаха. Ля иляха илляллах, стремясь к лику Аллаха». Тот человек сказал, «Аллаху и посланнику его виднее». А потом добавил, «Однако мы видим, как он помогает лицемерам и дает им советы». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине, Аллах сделает запретным для огня того, кто скажет, нет Бога, кроме Аллаха, стремясь к лику Аллаха». Глава. Вхождение в мечеть и в другие дома, начиная с правой ноги. Ибн Умар всегда начинал с правой ноги, когда заходил в мечеть и другие дома, а когда выходил, начинал с левой ноги. Хадис под номером 426. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, пророку, да благословит его Аллах и приветствует, нравилось отдавать предпочтение правой стороне во всем, по мере возможности, что бы он ни делал, при совершении омовения, когда причесывался или надевал обувь.
Глава. Можно ли срывать могилы многобожников эпохи Джахилии и использовать то место, где они находились, для совершения молитв? Хадис под номером 427. Передают со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, о том, что Хабиба и Саляма упоминали о церкви, расписанной различными изображениями, которую они видели в Эфиопии. Они рассказали об этом и пророку, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал им на это: «Поистине, когда какой-нибудь праведный человек из них умирает, они строят над его могилой храм для поклонения, расписывая его подобными изображениями. В день воскресения такие люди окажутся наихудшими созданиями пред Аллахом». Хадис под номером 428. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Прибыв в Медину, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сначала остановился в верхней части города, в квартале, населенном людьми из рода Бану Амр бин Ауф. Среди них пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прожил 14 дней, после чего послал за людьми из рода Бану ан-Наджар, которые явились к нему, опоясавшись мечами. И у меня до сих пор стоят перед глазами пророк, да благословит его Аллах и приветствует, на своей верблюдице, сидящий в седле позади него Абу-Бакр и толпа людей из Бану ан-Наджар, которые окружали его до тех пор, пока он не спешился во дворе дома Абу-Айюба. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, любил молиться там, где его заставало время молитвы, и в такие моменты молился даже в загонах для овец. И после этого он велел построить мечеть, послал за людьми из Бану ан-Наджар и сказал: «О предводители Бану ан-Наджар, назначьте мне цену за эту вашу стену». Они ответили: «Нет, клянемся Аллахом, мы потребуем плату за нее только от Аллаха». Анас сказал: «А там находились могилы многобожников, развалины и пальмы. И по велению пророка, да благословит его Аллах и приветствует, могилы были срыты, развалины сравняли с землей, а пальмы вырубили, поставив их рядами, как стену киблы будущей мечети. Кроме того, люди выложили из камня 2 боковые стены и занялись переноской камней, декламируя стихи. И вместе с ними был и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, который говорил: «О Аллах, нет блага, кроме блага мира вечного, прости же грехи ансарам и мухаджирам». Глава. Совершение молитвы в загонах для овец. Хадис под номером 429. Передают со слов Абу ат-Таяха о том, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, часто молился в загонах для овец». Абу ат-Таях сказал: «Затем я слышал, как после этого он говорил: он молился в загонах для овец до того, как построили мечеть». Глава. Совершение молитвы в тех местах, где оставляют верблюдов. Хадис под номером 430. Сообщается, что Нафий сказал: «Однажды я видел, как Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, помолился, повернувшись лицом в сторону своего верблюда, и сказал: я видел, что так поступал пророк, да благословит его Аллах и приветствует».